Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer. Мы продолжаем играть в игру Stationers. Это 6-й выпуск. Я ничего не делал за кадром. Мы продолжаем обустраивать базу на Марсе. Наша цель на этот выпуск сделать пригодную для жизни атмосферу и начать разбираться с гидропоникой. Пока игра загружается, я хочу поблагодарить тебя за просмотр, за твой лайк и поддержку. Это очень ценно для моего канала. А еще лучше, если ты напишешь комментарий и в комментарии напишешь, что я делаю не так, что я мог бы сделать лучше. Возможно, какие следующие шаги я должен предпринять в следующем выпуске. Итак, мы загрузились. Я держу в руках свой костюм, да? Значит, атмосфера пригодна для жизни и дыхания. У меня 28 градусов в данный момент, температура в комнате. Но, к сожалению, у меня пока здесь плохо все с освещением, поэтому я, наверное, оденусь. Так, и мне нужно заниматься гидропоникой. В прошлом выпуске я принял для себя решение делать... В прошлом выпуске я принял для себя решение делать выращивание пшеницы. У меня еще есть семена картошки и, по-моему, бобов. Я пока не вешаю освещение, потому что у меня на самом деле не так много заряда батарей. Вот целых 2 штуки. И одна в костюме. У меня есть шлюз, который сделан. Есть гидропоника. У гидропоники имеется какая-то там температура. По-моему, она отличается от той, которая должна быть. Да, у нас в гидропонике, прошу прощения, 19 градусов. А здесь 29. Я намерен уравнять данную температуру, посмотреть, есть ли у меня какие-то радиаторы. Радиатор. Есть вот жидкостный радиатор, но это большие. Газовый. Аль нужна. Низкий заряд. Так, а что у нас есть? Теплообменник имеется, медь, сталь. А вот эта штука. Подогреть жидкость. Да, вот железо, золото, медь. Это должно быть. Я думаю, что я, наверное, ее подогрею. Даже питьевой фонтан, господи. Веренгарная. Слив жидкости. Ну, может быть, есть какие-то простые радиаторы, не требующие стали. Похоже, что нет ничего такого. Может, я, конечно, ошибаюсь. Так, очистители, водоматы. Понятно. Не нашел. Тогда будем надеяться, что вот эта штуковина, которая подставкой является, может уравнять температуру. А хотя подожди, я же собирался сделать нагреватель. Вот этот обогреватель я собирался сделать. Где все мои материалы? Да не.
Так, и сюда забрасываю. Да, такой агрегат, конечно, не маленький. Куда его поверну вот эту сторону? Как говорится, без вариантов. Жрет он, скорее всего, электричество все. Что, не сюда забросил? Да, вот тут, конечно, было бы прикольно подписать. Туда, наверное, забросил. Мгм. Кабель, кабель. Этот кабель мне надо. Да, мне кабеля много нужно будет, но я его обязательно сделаю. Так, и мгм, кругу. Значит, сюда. Это у нас принтер электроники. Значит, мне нужны будут чипы. Чипы, или как это называется? Микропроцессор нет, пока не готов. В общем, скоро все будет упираться в сталь. Компьютер. Электрогенератор газовый есть. Интересно. О, гидропонная станция. Вот, сокеты. Ну, это сокет, это же для IC10. Так, станция Ларри. Обычные площадки. Тут только нет, кроме того, что мне прямо сейчас нужно. Чип водовывода, чип памяти, чип обработки. Ну вот, мне надо чип обработки. Я думаю, пока 2 штучки, 3. Я, честно говоря, сейчас не сильно представляю, что из себя сегодня представляют сами чипы. Но я думаю, они ничем не отличаются от, в общем-то, чипов в реальной жизни. Может быть, то есть таким небольшим уклоном в игру все-таки. Но основная часть ввод-вывод, пересчет должна совпадать. Так, сколько я там уже сделал? 3, 4. В любом случае, если я их напечатаю много, они как бы не помешают. Лишними точно не будут. Чип памяти мне точно нужно сейчас будет, наверное, 3 штуки. Я буду делать освещение, программируемую лампу. А мне нужно будет имитировать счетчик и имитировать
собственно, минимально-максимальное значение. А для счетчика мне нужно 2. Для минимального максимального значения дня ночи мне нужно еще 2. Так, сколько штук там их? 3. 3 штуки. Че, симпатичные. Раньше они были просто как черные квадратики, а теперь они прям имеют вот такой вид, похож на микросхему. Или такой набор микросхем, да? Так. Теперь мне нужно посмотреть обработку. Чипа в обработке мне нужно будет 2. Еще 2. Пусть будет еще 4. 5. Требуется замена фильтра. Так. И на все, наверное, кабель на остатки. Кабель здесь у нас моток кабеля. Полграмма меди используется на моток. Вот и поехали. Интересно, сколько здесь на медь? Здесь полграмма меди. Как бы и так, и так. Но мне кажется, принтер электроники кабель медный быстрее печатает. Хорошо, где разведку будем делать? Ну, наверное, на вот этой стене. Я пойду ее с той стороны зашью, чтобы удобнее было. Для этого мне нужно будет, собственно, 3 стеночки и 3 листа металла. Да, и провода мне нужны будут все. Пока можно попить. Всё. И батарейка села, да? Конечно. Это было бы, наверное, еще отключать вот эту сеть, потому что она мне... Дверь постоянно ест электричество. Это не очень радует. Как бы мне это сделать? Сечь. Что взять вот так? Штуку, наверное, открепить. Бесперебойник. Посадить эту сеть. Сюда его воткну. Вот. Почему ошибка? Что ты потерял? Ага, дверь он потерял, потому что я логику здесь перерезал с этой стороны. Понятно. Значит, нужно было резать не здесь.
По крайней мере, не в этом месте. Резать нужно было. Ай, где же его резать? М. Отрежешь. Да на печь пойдет, но печь-то на печь не надо. Значит, вот так. Это пока времянка, но я думаю, я со временем разберусь и с этим вопросом. Мне просто прямо сейчас нужно решить вопрос с тем, чтобы я отсекал сеть и не тратил в пассивном состоянии электричество на дверь. Возможно, я даже поспешил делать дверь на электричестве, можно было еще вручную поиграться. Так, и вот это вот 92% я себе поставлю. Посмотрим, как работает шлюз. Закрылся. Он должен откачать воздух из шлюза. Отлично. Это работает. Это работает. А мне нужно... Что мне нужно? В сути, это мне сейчас надо наплавить этого металла, если надо он мне. Вообще я батарейки подзарядил в данный момент. Давай, откачивай. Так он уже накачивает, да? Вот, я даже подкручу сейчас настройки, чтобы не ждать, пока накачает, откачает. Поставлю вот здесь вот 0. Таким образом. И он будет только заниматься откачкой. Так, а что я хотел? Я хотел забрать сюда металлы. Это. Дальше мне нужны стеночки и листы железные. Батарейки почти зарядились. Меди у меня, естественно, нет на выплавку, да? Как генератор работает, а вот есть медь. Я бы ее вбросил. Таким образом плавится. То, что мне нужно, стеночки. Стеночки, чипы я здесь оставлю. С этим пойду на улицу. И вот эти 3 мне нужно зашить. Зашью с этой стороны. Пригодится в будущем. Вот теперь я могу эти 3 стенки с той стороны открыть. Все, батареечки полные.
Прекращаем тратить электричество. То теперь можно заниматься. Я же могу ставить чипы на тыльную сторону. Да, прекрасно. Это прекрасно. У меня есть практически все необходимое. Что мы делаем? Надо найти чип памяти. Вот он, чип памяти. Значит, ну, классики жанра, да, мне нужен счетчик. С этой стороны я буду делать счетчик. Думаю, мне этот счетчик пригодится не только для гидропоники, поэтому он здесь будет мило располагаться. Так, а для самой гидропоники мне нужно будет температуру держать общую и температуру, например, ночи или дня, то есть что-то одно. Дальше тематический юнит. Select, min-max. Мне нужно не то, значит. Мне нужен read. Compare, select, min-max опять. Что, одинаковых наделал? Да ладно. Так, это что? Чип обработки. И это чип обработки. Класс, я запасы чипами обработки. Чипы. Чип. Мне нужен чип ввода-вывода. Золото заканчивается. Мне нужно считать. Этот будет у меня, в общем, накопителем. Этот будет числом, которое я буду накапливать. Значит, мне нужен Logic Reader. Мы будем читать отсюда и писать сюда. Закончил? Так. Logic Reader, и мне нужен будет юнит, который Требуется добавляет замена фильтра. EPMAS. По-моему, математический добавлял. Ну-ка. Посмотрим, кто из них умеет добавлять. А вот, да, операция добавления как раз здесь и стоит. И мне надо это писать. Сюда. Еще нужен один Logic Writer. Вот этот.
Теперь что мы делаем? Мы берем, соединяем логику. Отсюда мы читаем. Это соединим между собой. Хотя Logic Writer отсюда должен читать. Тогда мы... А ну там, в принципе, все сейчас между собой перелинкуется, потому что вот у ридера здесь электричество, здесь данные. И получается, нужно все связать со всем. Как я не люблю это делать. Краски у меня, естественно, никакой нет. Так, ладно, давай последовательно. Значит, берем memory. Делаем на memory единичку значение. Не 100 точно. 1. Делаем 1. Этот 1 мне нужно Logic Reader считать. Logic Reader должен подсоединен быть к сети электрической. Сеть электрическая у нас нехитрым образом может подниматься отсюда. То, что я смешаю электрическую сеть и сеть данных, ну как бы это не сильно ни на что повлияет, потому что сеть данных у нас и так есть сеть данных. Значит, мы считываем вот эту единицу, которая здесь в memory, на Logic Reader. Мне надо этот memory лучше подписать. Это у нас будет, ну так и напишем. One mem. Я сам понимал хотя бы, что это. Здесь, как видите, все, что у меня здесь есть, все здесь. Вот он, one mem. Смотрим. One mem равно 0. Ничего не считал. Почему? Что-то нужно читать, наверное, сеттинг. Вот он мне единицу считал. Если я здесь поставлю двойку, здесь будет двойка на чипе. То есть чип занимается тем, что он просто читает. Меняем на единицу. 1 и 1. Все, он читает корректно. Дальше. Теперь мы можем этот ридер тоже читать. Его мы назовем переменной, которая будет добавлять. То есть сколько мы будем в counter добавлять. Это тик. Назовем его one tick. За один тик сколько он там добавит. Дальше мне надо. Думаю, соединить вот эту память. Данные вот снизу у нее. Там что сверху? Там сверху у нее электричество. А здесь у нее что? Второй выход. Logic Writer, Logic Unit, выход. Mass Unit же не умеет ничего писать, да? Так. Так. А там снизу точно ничего нету? Штука 2. В общем, сейчас разберемся. Это у нас будет mem tick add one.
А здесь мы будем писать write counter. Дальше, значит, что мы делаем? Наша задача считать единицу. Считал. Добавить, считать вот эту единицу. Тут будет не единица, тут будет просто counter. Это будет весь counter. Mem counter. А может ли математически этот юнит читать сам? Допустим, мы здесь укажем ему one вот этот вот. Дальше укажем ему сюда mem counter. Вот этот вот текущий. Там по умолчанию должно быть 0. Сейчас 0. И на выход у нас будет операция add, добавить. Сейчас должна быть у него на выходе единица. Если я здесь добавлю единицу, тут 1, да, и тут 1, должно быть 2 на выходе. Вот он посчитал. То есть обычный А плюс Б. Здесь 0, ставим 1, вставляем здесь 0, А плюс Б сейчас у нас 1. Вроде бы логично, но каждый тик сейчас проходит, но никто ничего никуда не пишет. Поэтому мы берем, меняем вот этот reader, наверное, на writer сразу. Ковыряем его. Этот тоже можно отковырять. Вот, и поставим здесь сразу writer. Этот writer будет брать memticket1. Это вот эта штука. Выход не подсоединен никуда, да? Поэтому он не знает, что он вообще может брать. Выход. Значит, на вход у нас one. Этот. На выход у нас будет главный mem counter. И писать мы будем setting. И вот он погнал добавлять каждый тик. То есть у нас Logic Writer, он все-таки каждый тик добавляет. Один тик, насколько я знаю, это полсекунды. Да, то есть получается, каждые полсекунды мы добавляем единицу. 2 единицы в секунду. Стало быть, если мы посмотрим сюда, то у нас здесь вот 60 тиков, это будет 30 секунд работы каунтера. Вот он запустился счетчик, то есть он неумолимо добавляет по единице всегда в этот memory блок. И будет бесконечно добавлять. Ну как бесконечно, он, конечно, упрется в конец. Это будет очень не скоро. Можно еще сделать сброс. Там, например, настроить, посмотреть, если типа какое-то число уже настало, тогда мы можем остановиться. Но мне сейчас это не нужно. Типа вот просто. На его основе теперь можно делать любые вычисления. Это как бы основа основ. А вычисление у нас будет следующего образа. Значит, у меня будет, вот у меня висит здесь лампа. Ее нужно подсоединить в сеть. И в сеть данных теперь. Если обратите внимание, не все приборы в последнее время соединяют с данными. Вот, например, здесь приборы все стоят без данных. А здесь мы соединяем с данными. Потому что именно дата-сеть, она должна передавать значения, вот эти наши нули, единицы и прочее. Вот, мы замкнули ее. Теперь мне нужно... Что мне нужно? Мне нужно как-то принимать решение, есть ли... Сколько времени прошло, да, и когда нужно делать
включения либо выключения лампы. Так, у нас там заряжаются батареи от солнышка, да? Пошли заряжаться. Мгм. Я, наверное, вот свою сюда подсуну. Пусть заряжается. Душ хочет. Вот как бы прерваться нужно на потребности инженера. Потушим. Подержим в руках это все дело. Значит, что дальше? Дальше нам надо сделать в один чип памяти записать, сколько всего времени будет цикл длиться. На второй чип памяти записать, сколько у нас будет длиться день или ночь. Сейчас я это сделаю. Допустим, тут у нас будет весь цикл. Я собираюсь выращивать пшеницу. Мне для пшеницы нужно знать, сколько день и сколько ночь. Значит, продолжительность дня 10 минут. 10 минут. Это 600 секунд. В нашем случае это 1200 тиков. Значит, число 1200 я записываю вот сюда в memory. Это 1200. Вот у нас 1200 тиков, это весь цикл. И я сразу его подпишу. Это у нас будет full cycle. Полный цикл. А здесь у нас будет, например, ночь. А нет, я вру. Это не полный цикл, это я только день записал. Давай я здесь запишу ночь. Night duration. Длина ночи. И поправим день, не забыть. Так, день. Продолжительность дня, продолжительность ночи. Продолжительность ночи это 5 минут. 5 минут это там 300 секунд или 600 тиков. Значит, сюда мы впишем 600 тиков. А всего получается у нас 1200 тиков в день. Да? И 600 тиков в ночь. Получается 1800 тиков общий цикл. Вот. Дальше мне нужно считать. Считать. Критический уровень обезвоживания. Сейчас попьем водичку. Значит, мне нужно вообще-то взять текущий счетчик, разделить его на полный цикл и посмотреть, сколько есть остатка. Если есть остаток, значит мы перешли в фазу дня. А если нет остатка, значит это 0. Выключаемся. То есть, грубо говоря, как только проходит полностью весь цикл, я буду считать, что нужно выключаться. Один раз мы, в общем, если мы число делим с остатком на другое число, у нас 0 с остатком будет только один раз за цикл. Таким образом, у нас получится понимание того, что вот прошел цикл, и нужно дальше уже будет сравнивать, а равен ли остаток нашей длине ночи или, например, длине дня. Ну, мы сейчас там ночь писали, значит, равен ли остаток длине ночи. Если он все еще равен, значит, все еще идет ночь, включать лампу не нужно. Да, а если остаток больше, чем ночь, значит, уже перешел во вторую фазу, и мы имеем день. Значит, нужно включиться и ждать, пока опять не попадем в 0. Таким образом, чем мы это делать будем? Нам надо сравнивать. Какой-то компайрер нам нужен.
Comparer. И нам надо делить на остаток. И опять у нас ночь, опять я ничего не вижу, да? Открываем наше оборудование. Попить водички хочет. Еще водичка есть. Там закончился. Но мы этот доходим. Этот поставим. Еще есть фильтр один. Compare. Я здесь ничего не оставил на полу. Чип водовывода, чип обработки. Давай обработку возьмем. Mass Unit. Вот есть сравнение. Min-Max Unit, Select, Compare. Давай пока Mass возьмем. То есть мне нужно знать, какая часть цикла. Обвязка у него круговая. Я имею в виду, что выходы со всех сторон, значит, так и обвяжем. Ну, в принципе, туда. И мне нужны еще медь. Немного меди. Кабель. Да, я понимаю, что долго, но я разбираюсь. Я вот прилетел на Марс, да. Я сам в шоке от того, что среда не очень благоприятная для жизни. В шоке от того, что нет корабля поддержки, и, в принципе, нет связи с основной компанией. И вот, собственно, моя задача выжить. Я вот вспоминаю основу чипов. Я думаю, что мы выживем. Главное спокойно разобраться и спокойно это все сделать. Соединяем с основной сетью, куда я прикольно соединил. Так, вот я соединился. Значит, моя задача теперь менять. Это что у нас? Это у нас будет арифметика, субстракт, пау, мультиплай. Вот мод. По-моему, мод это остаток отделения. Сейчас проверим. Сюда мы поставим наш общий счетчик memCounter. Вот так. А сюда мы поставим общий цикл, full cycle. Включим и посмотрим. Полный цикл у нас 1800. И вот это число, оно никогда не должно быть выше 1800. Потому что если мы общий цикл разделим на 1800, у нас будет остаток отделения. И если мы разделили, грубо говоря, 1800 на 1800, у нас будет 0. Если мы разделим 3600, у нас будет остаток отделения все равно 0. То есть любое число, которое равное или кратное full cycle нашему 1800, оно всегда будет делиться с остатком отделения, остаток будет всегда 0. Вот такая математика.
Таким образом, мы понимаем, мы сейчас внутри цикла и где мы конкретно внутри цикла. В данном случае, если мы имеем 1800 это общий цикл, часть от этого цикла 600 это ночь. То есть если у нас здесь будет число равное 600 или меньше, значит у нас ночь. Все остальное число это день. Таким образом мы и будем сейчас сравнивать. То есть нам нужен чип сравнения, чип ввода-вывода, вот чип обработки. Поставим вот сюда чип сравнения compare unit. Так, тоже его обвяжем со всех сторон. Не помню, есть у него снизу или нету. Есть выход снизу? Ну покажи. Да, есть, там желтое подсвечивает. Значит, обвязываемся по кругу. Сюда, сюда. И вот сюда. Теперь здесь мне нужно на этом чипе взять с чипа арифметики, скажем, это у нас будет... Давай назовем его Cycle Position. Чтобы мы понимали, или даже Cycle Value, значение цикла. Это будет значение цикла. Сюда мы Cycle Value вставляем. Сюда мы вставляем Night Duration. Вот. Длину ночи. И смотрим. Равно, не равно, меньше. Ну, давай смотреть, если больше. Больше. Да, то есть у нас сейчас больше, чем 600. Да, больше, чем 600. И поставим, например, меньше. Посмотрим, если меньше, чем 600. Меньше, чем 600, это у нас 0. Нас интересует больше. Почему больше? Ну, потому что ночь это 600, остальное это день. Правильно? Сейчас посмотрим через 30 секунд, сколько будет. Сейчас вот у нас 1. Это больше. Больше 600. У нас 0. Ну, в смысле 1. 1 это будет день. Так, ну и там секунд 40 осталось. Вернее, тиков, я так в тиках. И вот наша лампа. Теперь мы на лампу поставим чип ввода-вывода. У него верх, низ и бока. Наврайтер. Так, что там? Там уже 0, да? Ну, то есть у нас меньше, чем 600. Вот у нас с нуля цикл начался. Значит, здесь у нас чип 0. Вот мы и будем сейчас писать этот 0 или 1 в лампу. Таким образом мы получаем состояние «а надо», то есть отвечаем, грубо говоря, на вопрос «а надо ли включать мне сейчас лампу?». Вот. Я могу еще сделать такую штуку, если у меня будет день, то лампу включать не надо. Как бы вот этот вот, он сейчас отвечает, что нет, лампу включать не нужно. Но что если лампу включать нужно и сейчас день? Будем экономить, не будем включать лампу днем. Давай сначала сделаем базовый цикл, а потом уже займемся тем, чтобы лампу не нужно было еще и днем включать. Это у нас, скажем, ответим на вопрос из если, да, need day, если надо день. Так буквально и ответим, если нужен день. Сюда мы на вход берем, если надо день. Вот. На выходе мы возьмем лампу. Лампа здесь есть.
Калькуляторы всякие, стакеры, чипы. Вот, фитолампа. Была же только что, да? Как можно назад вернуться через С? Вот она, фитолампа. И у нее будет у нас он значение. Мы его будем писать. Ну и у нас, конечно же, сила батареи, да? Конечно же, да. Эту батарею сюда, сюда. Это выключим пока. Вот, значит, что мы? Мы не пишем сейчас. Мы не пишем и ждем, пока будет 600, 601 будет, тогда будем писать. Вот, и пока мы здесь занимаемся, надо посмотреть датчик. Нам надо датчик освещения. Что ему нужно? Золото и медь. Есть золото и медь. У меня есть меди немного. Да, у меня есть немного меди. Золото, наверное, мне не тоже. Мне надо еще буквально один кусочек золота. 1 грамм. Мне, по-моему, было золото. Вот прям один и закинем. Низкий заряд. Сюда попал. У меня все попадает в автолад сразу. У нас будет датчик. Ну, как бы, если цикл будет на день попадать, я буду это понимать и не буду писать туда. Сейчас мы разберемся, как это сделать. Я еще сам пока придумал, но не реализовал даже в уме. Так, и датчик. Датчик я повешу. Да, наверное, я его повешу вот здесь, сверху. Интересно, он задом наперед будет работать? Или не будет? Сколько ему все равно, этому датчику, где он? Лестница у меня где-то была. Кремень, лестница. Думаю, я его сейчас прям вот сюда прицеплю. Так. Что мы имеем? Grid, Sunlight, ложь. Solar Angel. Ну, то есть вот есть этот грид, я так понимаю, под солнцем. Мне это и нужно. Будет ли попадать солнце на растение? То если я его прямо... О, видите, включилась лампа. Я ничего не нажимал, вот она включилась. Почему она включилась? Потому что значение больше 600. То есть больше, чем цикл для ночи. Compare Unit говорит 1, и Logic Writer пишет эту единицу на лампу. Вот, а что нам говорит Grid Sunlight? Я, наверное, раз он сам грид проверяет, может, я его прям вообще вниз опущу. Вот прям наверняка знать, что именно растения будут под солнышком. Вот тут положу. Это все чисто экспериментально. Я не знаю, раньше этого не делал. И даже для того, чтобы сейчас прям сделать на видео, да, на камеру, это на самом деле довольно стрессово, когда тебе нужно
на публику посчитать и не ошибиться и вообще. И вот он Solar Angel говорит сейчас есть. Горизонталь, вертикаль. Говорит Sunlight, говорит ложь. Вообще работает? Может быть, он закрыт из-за того, что вот эта вот панель, стена, но она же не зашита. И у него все время здесь ложь. Я вот думаю, может, все-таки не надо? Но он же включен, да? Сеть включена. Высокий уровень голода. Интересно, пока день, если я его перецеплю куда-нибудь повыше, посмотрим. Так, а здесь истина. Вот, то есть сюда свет попадает, а сюда нет. Тогда хорошо. Это отлично. Это просто прекрасно. Срезаем это вот все. И мы решили задачу попаданием солнца на датчик. Ну и, соответственно, вот сюда солнце тоже сейчас попадает, и вот эту лампу как бы не нужно включать. Хотя логика нам говорит, что лампа должна быть включена, но необходимости в этом нет, потому что есть естественное освещение. Соответственно, это можно, пока солнышко светит активно, вот так сделать. Зарядить свои батарейки. Я бы еще и свою зарядил. Он поесть хочет опять, да? Кушай. Я покушал. Теперь что мы делаем? Вот этот Logic Writer. Ну, у нас сейчас все отключилось, естественно, потому что у меня нет электричества. Значит, он у нас записывает единицу. Он решил, что вот эта вся логика по схеме, вся эта логика, он решил, что да, нужно записывать. Теперь нужно перед тем, как он будет решать, записывать или не записывать, еще сравнить вот это значение и посмотреть, или датчик дневного света истинно. То есть надо мне и то, и если они оба да, даже не так, если здесь ложь на датчике, а здесь истина, тогда нужно, чтобы Logic Writer писал. Так, мне надо сейчас взять чип обработки, считать, сравнить, наверное, с единицей снова. Ну, да, тут не все так просто. Взять и сравнить. Его сначала мы подсоединим. Это вот как на работе. Ты сидишь, на тебя смотрят и говорят, ну давай, считай, считай быстрее. Ты сидишь и думаешь, а что на меня смотрите? Я как бы и без вас могу посчитать. Но вот сейчас на видео я играю, и мне нужно посчитать, и как бы я не могу не посчитать. Я обязан это сделать, если собрался уж показывать. Да, соответственно, вот у нас compare unit. Мне нужно сравнить единицу. Единица у меня уже здесь есть одна. Можно еще один чип не заводить для этого. Значит, на вход мы смотрим 1. А еще мне нужно вот этот датчик. Давай датчики сравню. Вот датчик цвета. Что-то я его не вижу. Как будто бы его здесь нет. Интересно. Ну, цепь же цельная, да? Вот она цепь, она цельная, она точно сюда заходит со всех сторон.
Датчик дневного света. Может, из-за названия общего? Давай скажем так, что это у нас Daylight Detector. Обзовем его датчиком дневного света явно. Можем ли мы с него прям напрямую читать? Мы с него напрямую читать не можем, потому что у него там не единица, у него там куча параметров. Это нам надо Logic Reader поставить. Вот он, Logic Reader. Там у датчика у этого несколько сигналов, прям много. И нам надо, только определенные сигналы преобразовать в дата, цифру. Где здесь у нас лишнего есть чего по проводам? Наверное, наверняка провода есть лишние. Так, но я не буду их вынимать. Что у нас тут? Медь есть. Эту батареечку сожжем. Там еще кабель. Соединим еще вот так. Теперь мы считаем вот этот Daylight Detector, вот он. Что именно мы с него считаем? Что там у него есть? Grid Sunlight нам надо, по сути. Mod Default. Ну да, нам надо Grid Sunlight. Есть такой параметр или нету? Activate есть параметр. Сейчас Activate 0. Там у нас ложь. Значит, скорее всего, это оно. Да. Считали. Теперь у нас будет из Day Sunlight. Sunlight. Верно. Вот, это у нас будет из Day Sunlight. А теперь самое, наверное, сложное, да, в данный момент. Значит, у меня есть Logic Writer, который должен писать. Хорошо, мне нужно понять. Is need day. Окей. Это у нас is need day. Смотрим. Вот он, is need day. Если день. И смотрим. Надо поменять, наверное. Чтобы мне обратить это никак не обратишь, да? В общем, идея какая? У меня есть день. Если надо включать по циклу. И у меня есть сейчас день. Если совпадает и надо включать по циклу, и день, то не надо включать. То есть мне нужно сделать такую логику выстроить, при которой надо включать только если сейчас цикл говорит, что нужно включать, и сейчас ночь. То есть по сути, как же мне это сделать? Значит, если надо включать, это уже здесь решается. А здесь решается, если сейчас день. Здесь будет единица, если день, и 0, если ночь. Так, я вроде бы понял, что мне нужно сделать. Мне нужно обратить вот этот Logic Reader
наоборот. Для этого мне надо какой-то Logic Node или что-то подобное. Чип обработки. Compare, Select, Min-Max, Унарный, Gate, Mass Unit. Не знаю, давай посмотрим. Что такое унарный, что он умеет? Раз, два. Унарные операции. Ага, это синусы, косинусы. Округление, вот, нот. Вот мне подходит. Хорошо. Значит, ставим сюда этот нот. Лишний заряд. Так, ну, вроде бы разобрался, да? Это у нас is day sunlight. Меняем его. Вот так. Сейчас is day sunlight нет, а этот должен сказать да. Вот таким образом. То есть мы его развернули. Теперь это ночь. Теперь мне надо найти end. Хорошо, это мы развернули. Так его и назовем. Is night now, скажем вот так. Опять закончились. Или что compare unit этот у нас делает? Сравнивает, если надо, день, если у нас в сути у нас вот этот compare unit, надо его заменить. У нас там закончилось все, да? Этот compare unit надо вырезать. Даже не вырезать, а поставить, какие здесь есть операции. Equals, не equals. Equals. Ну давай попробуем. Если сейчас ночь. Is night now, если сейчас ночь, и нужен день. Давай мы его переименуем не на нужен день, а скажем, что это у нас should be light on. Вот так вот. Should be light on. Все, если он включен. Должен быть включен. И здесь сравниваем с этим нашим should be light on. Смотрим, что получается. Не должен быть включен. Сейчас ночь. Сейчас ночь и не должен быть включен, то не должен быть включен. Придется дня подождать. Надеюсь, я все правильно понял. Если все правильно понял, тогда вот это вот мы запишем в лампу. Давай сразу, наверное. Это у нас что? Это у нас, собственно, итоговый compare is should be light enable. Вот так я скажу.
Здесь мы будем брать вот этот compare should be light enable. Пишем фитолампу и включаем. И вот она у нас выключена. Теперь она включилась. Почему включилась? У нас не ночь. Критический уровень обезвоживания. Должен быть включен свет. У нас не ночь. Эта штука у нас не на солнце, то есть солнца нет. И мы пересчитали, получили, что свет должен быть включен. Logic Writer получает единицу. Да, схема получилась, конечно, большая, но я надеюсь, правильная. И сейчас еще нужно на погоду посмотреть. По сути, это солнца сейчас нет. А хотя она же тоже погода подпадает под датчик. По идее, там-то и день может быть сейчас. Но датчик говорит, что нет. Ну, сейчас посмотрим. Если пройдет буря. И хватит ли нам только датчика или еще и метеостанцию подключать. Кабелей напечатал я уже прям больше, чем нужно. Можно уже все обвязать кабелями. В общем, так. Значит, у нас свет включен. И надо понаблюдать, правильно ли я все решил. Правильно ли я все это понял. Было бы, конечно, круто еще покрасить их. То есть, зачем я вообще это сделал? Вот сейчас он говорит, что у нас ночь. Мы не на солнце. У нас там реально ночь? Да. Еще. Нужно... Самая основная логика — это проверка цикла. И у нас сейчас день. По идее, это сейчас он переключится на день, и лампа выключится. Хотя у нас должен быть... Вот. Истинно у нас день, то есть у нас включен свет. Наш цикл говорит, что у нас должен быть свет включен. Мы посчитали, пробросили вот эту истину через Logic Reader, поменяли наоборот и сравниваем, а должен ли быть действительно включен свет. С учетом того, что вот эта штука говорит да, и вот эта штука говорит, что сейчас не ночь. Вот, они не равны. Соответственно, мы фитолампу выключаем для экономии, потому что все равно день. Ну, посмотрим еще одну ночь, посмотрим, как это будет, или будет на своих местах. Тему считаю завершенной. Я бы, конечно, еще посмотрел, сколько это все дело жрет энергии. Потому что я чувствую, что я не вписываюсь в математику по энергии. Силовой картридж потребление. Смотрим, сколько у нас здесь. 10 ватт. 10 ватт это у нас should be light on, то есть это один чип ест 10 ватт. У нас сейчас вся сеть потребляет 485 ватт. Это она у нас потребляет на включенном зарядном устройстве. Это все выключаем, посмотрим. Тоже отключено. Сейчас у меня, в принципе, все отключено, кроме чипов. 289 киловатт. Это целая батарея, потому что одна батарея 288 киловатт держит. Стоп, это в батарее у меня 289 киловатт. А требуется 80 ватт, то есть вся сеть это 80 ватт. В принципе, терпимо, пока лампа не включилась. Лампу я принудительно включить не могу, ее по идее на следующем тике выключит. Нет?
Или на следующем цикле Тика выключит. Эта лампа ест 70 Вт. Мы на солнце, мы на солнце. Мы на солнце, то мы не включаем лампу. Да, интересная схема получилась. Сам доволен. Окей, двигаемся дальше. Что у меня там? Там пить. Давай пьем. Процент остался. Такой недоеденный батончик. Облизать осталось 1%. Окей. Ну что, эта серия у нас подошла к концу. Я реализовал схему включения и отключения лампы для выращивания пшеницы. Я подключил лампу к датчику света для экономии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующую серию. В следующей серии я проверю состояние температуры и посажу пшеницу. Всем спасибо, пока.